Для того, чтобы научиться медитировать, в первую очередь нужно понимать карту сознания. Это именно твое сердце. Там уже нету того, кто будет наблюдать, там все схлопывается. То есть это такое состояние, в котором ты полностью удовлетворен, ты полностью радостен, и в котором есть вечный кайф, тот самый, про который пишут современники. Добрый день, друзья. Меня зовут Слава, я духовный искатель, и у меня скопилось множество вопросов, которые я хотел бы задать Сергею. Первый вопрос касается медитации, потому что для меня это очень важный момент. Я чувствую, что мне нужно в нем расти, прокачиваться, но я запутался, и очень много путаницы в слове медитация появилось. С чего начать медитировать? Как это? А что в твоем понимании медитация? Медитация делится, в моем понимании, на три части. На концентрацию, наблюдение и растворение. Я начинал медитировать с концентрации на дыхание, наблюдения за эмоциями, мыслями и растворение, когда я соединяюсь с пространством. Правильно ли я направление двигаюсь или нет? Ну, самая главная медитация — это узнавание внутренней природы. Мгм. Поэтому, если у тебя возникают вопросы, то, скорее всего, ты двигаешься-то в правильном направлении, если мы с тобой общаемся на тему медитации. Однако, если бы твоя медитация приносила тебе определенные плоды, то у тебя вопросов бы не возникало. Вот. Соответственно, самый простой способ научиться медитировать — это всегда концентрироваться на чувстве «я». Чувство «я» есть у каждого человека. Такое состояние, у кого-то это в области груди состояние «я есть», у кого-то в области головы. Это такая тонкая вибрация, которая происходит всегда, когда мы хотим что-то сделать. То есть за каждым актом нашего сознания есть чувство «я». Я тот, кто делает. И если человек будет настраиваться на эту тонкую вибрацию, есть осознавание, то он раскроет весь потенциал своего сознания и узнает, кто он есть на самом деле. Ну, то есть каждый человек может в любой момент почувствовать это тонкое состояние, тонкую вибрацию «я есть». Каждый человек всегда может почувствовать, однако что мешает ему это сделать? Если бы это было так просто, то на нашей Земле было очень много бы просветленных, а на нашей Земле не так много их, как хотелось бы, возможно. Поэтому от этого осознавания, которое есть у всех, у животных, у людей, даже у растений, а, именно людей отвлекает ум, поверхностное сознание. И для того, чтобы научиться медитировать, в первую очередь нужно понимать карту сознания. Из чего состоит? Наше сознание состоит из поверхностного ума, который живет в повседневности, состоит из подсознания, которое живет во сне со сновидениями, и сверхподсознание, которое проявляется у нас во сне без сновидений. Ну, это вкратце, если мы будем говорить о структуре сознания. Мгм. Соответственно, когда мы пытаемся учиться медитировать, мы находимся на поверхностном сознании. То есть мы в потоке мыслей. И здесь есть разные методы, есть разные наставления, усмирения ума, контроля ума. Но так как наш ум — это наша энергия, которая движется постоянно, и эта энергия, она не может просто остановиться. Нам необходимо в первую очередь понять, кто стоит за этими мыслями. И нам нужно просто научиться успокаивать свой ум, насколько это возможно, с помощью наблюдения, концентрации и медитации. Ну, вот у меня возникли вопросы по этому поводу, что как можно ощутить себя, ну, да, позади мысли, как бы когда ты обусловлен мыслями. Вот, допустим, есть практика такая, ты наблюдаешь точку сзади шеи, да, ну, ушей, пытаешься как бы отделиться, и в какой-то момент как бы это происходит, и ты разбуславливаешься своими мыслями, и вот ты можешь пережить этот опыт. Самая главная точка — это ощущение «я есть». Она находится не сзади шеи. Вообще, на самом деле, есть осознавание, оно не связано с какой-то частью тела.
Это вначале мы можем сказать, что оно тут, либо там, но в целом нужно почувствовать эту вибрацию. Если говорить простым языком, это как бы внутренний такой отклик, ты начинаешь слышать себя. И здесь эта вибрация, она не связана с какой-то частью тела, и она не связана с наблюдением себя со стороны. Это именно твое сердце. Там уже нету того, кто будет наблюдать, там все схлопывается просто. И там возникает, конечно же, блаженство, радость и ясность, и пустота. То есть это такое состояние, в котором ты полностью удовлетворен, ты полностью радостен, и в котором есть вечный кайф, тот самый, про который пишут современники. И это состояние это что? Это состояние медитации или самадхи? А, То есть очень много путаницы. Ну, для начала мы будем говорить о, можно сказать, таком квантовом уровне, на котором находятся все живые существа. Мгм. Это квантовый уровень, описан в священных текстах Индии, Тибета, как абсолютная основа всех явлений. Ну, если так образно говорить, то это экран твоего гаджета, то есть это основа. И этот экран, он имеет определенные свойства. Ну, то есть есть экраны более четкие, есть менее четкие, есть менее яркие, Мгм. либо более яркие. И этот экран имеет абсолютную основу, то есть он имеет такие качества, которые позволяют проявляться на этом экране всему. И, соответственно, на этом экране проявляются живые существа, которые имеют определенные смыслы, ценности. И эти живые существа, которые проявляются на этом экране, они кажутся отдельными. Они могут жить, у них есть определенные процессы. Это как определенные программы на экране твоего смартфона. Соответственно, когда мы говорим про медитацию в высших школах, практики — это узнавание себя этим экраном, узнавание себя этим квантовым уровнем. И все завязано на этом. И есть методы, которые помогают тебе постепенно узнать, кто ты, а есть методы, которые помогают тебе сразу узнать, что ты есть основа. Я работал и продолжаю работать в школе, которая именно раскрывает сразу твою основу, и затем, понимая, кто ты начинаешь дорабатывать качество своего ума, очищать свое тонкое тело, которое связано с астральным планом. Мгм. Вот. То есть есть мгновенные школы, а есть постепенные школы. Вот в постепенных школах начинаются ты человек, который концентрируешься, медитируешь, у тебя есть определенные сложности, у тебя есть определенные успехи, ты радуешься, печалишься от того, что у тебя что-то не получается, ты хочешь медитировать, стремишься, и ты расстраиваешься, если у тебя что-то не получается. В высших школах тебе сразу дают передачу о том, что ты есть основа, что ты есть абсолютная реальность. И если ты удерживаешь эту настройку, которую можно поддерживать путем настройки на свое присутствие, осознанность именно я, потому что ты можешь потерять какую-то точку в теле, как ты говоришь, ты можешь быть расстроенным чем-то, перестать концентрироваться на дыхании, либо перестать концентрироваться на действиях тела, но чувство «я» у тебя есть всегда. И тебе просто нужно сместить вектор сознания с поверхностного ума чуть глубже. И тогда могут ситуации просто меняться вокруг тебя, допустим, как сейчас происходит. Но если мы говорим про методику для обычного человека, то она начинается, конечно же, с базовых уровней, так как воззрение, про которое мы говорили, которое говорит о том, что каждый человек является абсолютной реальностью, он проявляется э, как определенная энергия абсолютной реальности. Это достаточно очень широкое воззрение, то есть такое воззрение, которое э, может неподготовленного человека завести не туда. И существует три типа ученика в зависимости от способностей, от духовных заслуг, потому что это очень важно, от тех практик, которые он практиковал в прошлом, потому что мы приходим
в этот мир уже с определенным багажом. Человек может постигать высшие школы духовного пути. Если у него не получается, либо он чувствует, что для него это слишком много информации, слишком расширяет его сознание, ему нужно понижать уровень восприятия и потихоньку идти постепенным путем. Мгм. Несложно? Нет, не сложно, а как понять вот человеку, какой путь, какой он ученик, например. Мгм. Ну, во-первых, если человек становится учеником, значит, появляется мастер. То есть, по идее, в первую очередь, человек должен желать понять себя. И когда у него возникает такое желание, у него возникает, вокруг него возникают ситуации, мастера, которые начинают ему рассказывать об этом. И у ученика должны быть определенные качества, базовые настройки. Допустим, если мы говорим про камеры, то есть каждая камера имеет определенные характеристики. Одни снимают более в большом масштабе, формате, другие менее. Соответственно, ученик, каждый человек имеет емкость, и каждый ученик имеет емкость. И когда искатель переходит на ступень ученика, он должен обладать качествами отрешенности, устремленности, развлечения, когда он понимает, какая информация дает ему плоды, а какая просто уводит его куда-то. И в этом, конечно же, духовному искателю помогает мастер, духовный наставник, гуру. Мгм. Вот так было в моем случае, когда э, я начал изучать практику. Я был в юном возрасте, ничего не понимал, у меня просто было доверие. Это доверие, оно шаг за шагом начало меня трансформировать. Потому что я понимаю, что если бы я анализировал и как-то с другой точки зрения подходил к моему мастеру, либо вообще к школе, то, скорее всего, я бы, наверное, не смог обучаться. Но так как у меня было доверие, такой внутренний Мгм. отклик, я мог просто на доверии выполнять эти методы. Они были сложные для меня, потому что мой ум был очень бешеным. а, Так как я был юный, энергия очень двигалась интенсивно. Но на каждой практике до монастыря, до обучения в монастыре, я получил определенные результаты, вспышки ясности. Я понял, что я должен идти дальше. И каждый человек, задаваясь вопросом, как научиться медитировать, он должен понимать, зачем ему это нужно, насколько он готов понять себя, и тогда будут приходить ответы в виде ситуаций, мастеров, которые будут помогать ему. Хорошо, а если человек, ну, практикует, да, самостоятельно, без учителя, интересуется, достаточно большое количество времени, учитель не приходит, почему это может происходить? Допустим, почему в пространстве не появляется учитель? Вот. Ну, мне интересно твое мнение. Но если человек сам практикует, сейчас очень легко найти ответы. Сейчас очень много информации, много мастеров, но в большом количестве информации также можно запутаться. Да. Вот. Поэтому здесь очень важна связь. То есть вообще в духовной практике важна такая тонкая связь. Она называется самая. Ну, такое слово санскритское, может быть, не всем известно, но сама это такая духовная связь между учителем и учеником, которая возникает в процессе практики. И также эта самая, она идет из прошлых рождений. То есть это такая связь, которая была зарождена в прошлом, и в этой жизни она помогает ученику вспомнить себя. Поэтому в практике очень важно взаимоотношение, как ты относишься, как ты воспринимаешь мастера, как ты к нему относишься. Потому что если ты воспринимаешь его как человека, ты получишь плоды своей практики как человек. Если ты воспринимаешь своего мастера как часть своего сознания, ты получишь самые высокие плоды реализации. Даже если он передает тебе на уровне просто разговоров, воспринимая все вокруг в чистом видении, ты получаешь самые лучшие дивиденды, если так сказать. Почему не происходит? Потому что, возможно, у того, кто становится учеником, не хватает качеств, однонаправленности, концентрации,
устремленности. Допустим, у меня была устремленность, и я поехал в другую страну для того, чтобы обучаться. И это было очень сложно сделать в то время. Я решился на это, и, собственно, у меня был такой, можно сказать, первый прыжок веры, когда я полностью оставил все, чем я занимался, для того, чтобы научиться медитировать. И каждый на каком-то уровне может сделать такой прыжок веры. Он может поехать, допустим, на ретрит, на семинар для прояснения вопросов, потому что для меня в то время, когда мне было 15-16 лет, это было очень важно, так как я понимал, что передо мной целая жизнь, и я должен базовые настройки, базовые понятия в себе правильно включить. Я вот искал именно наставника, который поможет мне это сделать. Просто смотри, такой, есть путь, допустим, как у тебя, Да, 14 лет ты попал, да. и Мгм. такой у тебя путь, да, через Да. наставничество, которое у тебя, вот. Мгм. Есть ли другой путь, например, как мне кажется, есть путь, когда человек уже с каким-то воплощением приходит, Мгм. потому что я видел таких людей, Через страдания, и которые... они как бы просто через трансформацию. Ага, То есть их настолько да. все как бы Мгм. трансформирует, их жизнь. То есть учат, 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 Да-да. учат, учат. И они И в шаг за итоге они шагом. такие оп, и Мгм. все нормально. Конечно, слушай, у каждого есть вообще свои, как говорится, каналы, кармы. Мгм. Каждый подходит к духовной практике через свой опыт жизненный. У кого-то этот опыт был вот таким, как у меня. У кого-то этот опыт, допустим, как у тебя. Ты прошел определенный Мгм. путь, трансформации. Возможно, ты изучал разные школы и, ну, через страдания. А есть те, кто сразу получают, как только слышат наставления, они сразу получают опыт медитации, даже не медитируя. Это все, как я говорил, разные уровни практики учеников. Да-да-да. И есть такая вот классификация на санскрите, если интересно, это такие три слова: пашу, вира и дивья. То есть Мгм. первый уровень учеников, которые приходят через страдания, они часто отвлекаются от практики, потом опять возвращаются. И это первый уровень, который говорит о том, что человеку нужно прикладывать усилия, и он может получить результат от практики только, допустим, проходя регулярные ретриты, то есть уходя в ретрит, Мгм. получая результат и возвращаясь. Следующий уровень — это духовные войны, это вира, и это те, кто идут на пролом, те, кто пытается достичь, высидеть, в общем, войны света. Мгм. И они, конечно, делают акцент на эго, на духовное эго, что они все смогут. Вот. А есть духовные, божественные такие ученики, которые получают сразу передачу, сразу, можно сказать, милость снисходит на них, и у них медитация развивается естественным образом. Так вот, когда мы идем по духовному пути, мы переходим из одного уровня на другой уровень. Допустим, мы начали через практику, возможно, каких-то страданий, пришли на духовный путь, потом стали духовными воинами и перешли в стадию божественных, когда у нас все легко получается. И на самом деле есть еще четвертая категория людей, которые никогда не придет на духовный путь, никогда не будет заниматься медитацией. И этих людей, как матрица, большинство. И в целом это те люди, которые просто живут обычной жизнью, их не интересуют вопросы трансформации. Но сейчас, в наше время, людей, которые идут по пути духовного развития, их становится гораздо больше. Всё же в любом случае одно. И как бы первый уровень, четвертый уровень, в конечном итоге же нет никакой разницы. Есть как бы Да. просто вот есть и все. Мгм. Хороший вопрос. Видно, что ты практиковал. А, И вот этот вопрос очень важен, потому что он затрагивает как раз такую огромную тему ошибок в практике. То есть в чем заключаются ошибки, когда ты сам занимаешься, ты можешь неправильно интерпретировать что-то. Мгм. И что именно? То есть есть понятие относительного измерения, а есть понятие абсолютного измерения, вот этого квантового пространства, про которое мы говорили. Вот квантовое пространство, оно не требует никаких изменений, в нем нет никаких уровней. Это единая субстанция, его называют
абсолютом, брахманом, Богом, сознанием Кришны, возможно. Но есть относительное измерение, в котором есть градации, в котором есть определенные правила. Если ты находишься в относительном измерении, ты должен делать салат по рецепту. Ну да, игра. Эти игры, относительные Ну, игры. да, эти относительные игры только для абсолютной реальности и для человека, который узнал себя абсолютной реальностью. Однако, если человек только начинает духовную трансформацию, для него эти игры, они достаточно реальны. И мы можем говорить о том, что это все лишь игра только тогда, когда мы можем руку просунуть через скалу. Вот. Либо, как пишут в текстах, пить раскаленное железо. Вот. И поэтому, пока мы находимся, пока мы едим, да, пока нам нужно кушать нашему телу, до тех пор нам нужно соблюдать эти балансы относительного и абсолютного для того, чтобы избежать ошибок в практике. С тобой полностью солидарен. Ну, я играю по правилам, вот, но при этом я знаю, что как бы все Да, знаю, и есть этот опыт да. переживания. Да, это как Вот. раз-таки вот есть совмещение воззрения и поведения. Это очень тонкая грань, и я так понимаю, что вот эту грань сейчас многие стирают, и очень возникает большая путаница между вот этими двумя понятиями. Однако йоги древности, они говорили, что эту грань нужно соблюдать, чтобы избежать не просто ошибок, которые приведут искателя к отсутствию опытов, возможно, каких-то способностей, а также чтобы избежать негативной информации, которую душа может накопить в процессе неправильных взаимоотношений с кем-то, так как, почувствовав себя всем, неопытный практик, у которого ум не усмирен, энергия не усмирена, может себя вести неадекватно. Поэтому это нужно всегда контролировать и общаться на эту тему с тем, кто уже давно занимается.